Всем привет! Меня зовут Кристина, и, кажется, пришло время немножко пошалить. Я всегда считала, что длинные волосы должны быть здоровыми, а иначе нет никакого смысла в том, чтобы таскать их на себе. И, собственно, я подошла к такому рубежу, когда волосы еще длинные, они еще сносно смотрятся. Если уложить их феном и щеткой, то они смотрятся очень даже прилично, но мне стало с ними некомфортно. Помимо того, что длинные волосы банально требуют больше средств для ухода, очень большой расход масок, очень большой расход бальзамов, очень большой расход красителей. И в дополнение к этому я перестала получать удовольствие от того, что ношу длинные волосы, потому что часть длины стала сухой. Мне стало неприятно ложиться с ними спать, потому что они лезут в лицо, колятся, они колят шею, они колят плечи. Мне это неприятно. Меня стал раздражать процесс расчесывания волос, потому что расческа застревает, издает очень-очень страшные звуки. В целом уже бросается в глаза, что часть длины поредела, что волос там значительно меньше. Главные помощники в моей стрижке – это расчески, пластиковые зажимы, самые простые детские заколочки для волос, резиночки бренда Gourmandise. И самый главный участник – простые канцелярские ножницы для резки бумаги. Волосы, которые вы сейчас видите, промыты и высушены естественным путем. Я думаю, прекрасно видно, что они пушатся, торчат в разные стороны. Я решила исправить положение и подстричь волосы сама. На мой взгляд, самая важная подготовка перед самостоятельной стрижкой – сделать полотно волос ровным. На данном отрезке видео волосы у меня были еще немного влажные. Я использовала брашинг, просушила и подготовила к дальнейшему вытягиванию утюжком. После этого я разделила свои волосы на относительно ровный пробор. Я повторюсь, самая важная подготовка перед самостоятельной стрижкой – это как можно лучше выровнять свои волосы. Вы можете сделать это просто феном и расческой, вы можете вытянуть их утюжком, вы можете вытянуть их на брашинг. Для моих волос утюжок оказывает губительное влияние, поэтому этот инструмент я использую исключительно перед тем, как подстричься. Итак, друзья, я в ванной, и небольшой лайфхак. Я сразу цепляю на пальцы по нескольку резиночек, потому что не знаю, в какой момент мне может она понадобиться, а когда уже на пальчике она надета, мне не нужно отвлекаться, лезть в пакетик. Очень удобно. Мои волосы выпрямлены и разделены по пробору. Дальше мы с вами определяем примерно на глаз ту длину, которую нужно убрать. Дальше я сделала вот такой хвостик на волосах. Сверху я ограничиваю максимальную длину, которую я могу обрезать. Снизу я цепляю резиночку для того, чтобы волосы при подрезании не засыпали все вокруг, а остались в аккуратненьком пучке, который я потом просто выкину. Волосы у меня в хвостике, но при этом фактически волосы лежат на груди. По сути, у меня расслабленные волосы, которые лежали на груди, которые я просто скрепила в хвостик. Также я на глаз прикидываю, чтобы резиночка располагалась по срединной линии. Я воображаю линию, которая проходит через середину лба, середину носа, середину губ, середину подбородка. И как раз таки моя резиночка должна оказаться на пути этой воображаемой линии. Дальше осталось то, на что сложнее всего решиться. Если у вас есть машинка для стрижки волос, вы просто прикладываете включенную машинку к тому месту, на котором собираетесь сделать срез, и держите, аккуратненько надавливая. Машинка постепенно проходит волосы слой за слоем и постепенно делает ровный срез. Если же вы, как я, стрижете свои волосы ножницами, то просто смиритесь с тем, что ровного среза у вас не получится и что вы потратите немного больше времени на исправление этих неровностей. Так получилось и у меня, но я заведомо это знала и была к этому готова. Вот такой промежуточный этап у меня получился. Если распустить волосы, видна некая графичность. Да, мы видим где-то ровные срезы ступеньками, где-то ровные графичные срезы, где-то волоски торчат пеньками. Ничего страшного в этом нет, это все исправимо, это все поправимо. Все неровности я подстригу, а графичность среза, которая местами получилась, вся уйдет буквально через неделю-две после моей стрижки, потому что волосы мои потихонечку обламываются и будут обламываться, и этот графичный срез превращается во вполне себе плавный и ровный. При стрижке таким способом мы не добьемся идеального ровного среза, волосы отрастают небольшой галочкой.
Кто-то любит, когда волосы отрастают галочкой, кто-то не любит. Но эту галочку достаточно просто скруглить. У меня никогда не было цели сделать ровный рез, поэтому ни попыток, ни опыта в этом у меня нет, и посоветовать я ничего не могу. А я перехожу к следующему этапу – коррекции. Я тщательно прочесала волосы, встала перед зеркалом и смотрю, выискиваю пряди и волоски, которые явным образом выбиваются из общей картины и общей длины. Я их потихонечку подстригаю, убираю, выискиваю новые. Также вы можете заметить эту галочку, к ней мы вернемся чуть позднее. К сожалению, так как я была занята собственными волосами, я не очень следила за тем, как выстроен сейчас кадр. Скажу на словах, что моя голова максимально повернута в сторону руки, которая держит ножницы. Так, вот эта неровная галочка, которая у меня получилась, нижних волос, которые длиннее, чем верхние, она видна больше всего. И я потихонечку, не торопясь и не делая поспешных выводов, убираю самую острую часть этой галочки. Так потихонечку я убираю ту галочку, которая бросалась мне в глаза. Я снова прочесываю, снова убираю самую острую часть. На промежуточном этапе я снова разделяю волосы на две части, хорошенько прочесываю и проверяю, насколько одинаковая длина слева и справа. Незначительную разницу в длине я не исправляю, потому что никто ее не увидит. При такой длине волос вылезли огрехи в стрижке, которую я делала полгода назад, когда мне захотелось укоротить пряди у лица. Но на тот момент на фоне длинных волос это практически не бросалось в глаза, потому что я постоянно меняю проборы. Потом я пропустила этап тщательного расчесывания волос. Я аккуратно сгребаю волосы, которые лежат у меня на спине, делаю очень низкий хвостик, закалываю волосы, которые мешают, а дальше я беру тот хвостик и потихонечку срезаю острую часть галочки, которая у меня на волосах до сих пор остается. Дальше я перекидываю волосы на другую сторону и проверяю, есть ли мне что обрезать. Перекинув волосы, я не заметила никакой галочки, увидела несколько волосков, которые выбились из общей длины, и их и подрезала. Итак, дамы и господа, финальный вариант стрижки. Конечно, вы сами решите для себя, насколько такой способ стрижки для вас приемлем, удобен. Все мы разные. Кто-то любит ровный срез, кто-то любит галочку, кто-то любит полукруг. Мы все разные, мы все любим разное, это нормально. Я же люблю, чтобы меня собственные волосы не раздражали, я люблю, чтобы они легко расчесывались, легко промывались, и остаюсь верна своему способу стрижки волос. Свои волосы я подстригаю самостоятельно уже около 4 лет. Также я намеренно не стала брать машинку для стрижки волос, потому что данное видео может пригодиться людям, которые захотят самостоятельно подстричь кончики и у которых не окажется дома этой волшебной машины. У всех на определенном этапе жизни может сложиться ситуация, в которой нет денег, чтобы купить специальные ножницы, чтобы купить машинку для стрижки волос, которая не испортит их структуру. У кого-то может банально не быть времени на то, чтобы потратить минимум 30 минут на дорогу туда и 30 на дорогу обратно. Кто-то сидит на карантине. Короче, в жизни могут возникнуть различные ситуации, в которых подобный туториал будет вам полезен. Несомненно, я понимаю, что найдется немало людей, которые не одобрят мой выбор именно с канцелярскими ножницами для бумаги для стрижки волос, просто потому что есть достаточно информации, которая утверждает, что волосы нужно стричь специально заточенными ножницами, или это должна быть очень хорошая машинка для стрижки волос, а иначе вам придется распрощаться со своими волосами, кончики начнут пушиться, сечься, это повредит вашим волосам. Я не спорю, не отрицаю, я лишь опираюсь на собственный опыт, которым я примерно раз в полгода подрезаю длину канцелярскими ножницами, либо машинкой для стрижки волос, и хуже от этого мои волосы не становятся. В дальнейшем, в ближайшие пару дней лучше держать ножницы под боком, потому что вы можете заметить выбивающиеся из общей длины волоски, и все это аккуратненько просто убираете, корректируете. Друзья, надеюсь, я была вам полезна. Всех люблю, целую. Пока-пока.